На протяжении тысячелетий люди с благоговением и удивлением смотрят на пирамиды Гизы. Эти гигантские сооружения, словно застывшие часовые древности, возвышаются над египетской пустыней, охраняя тайны, которые до сих пор остаются неразгаданными. Нам с детства рассказывают ясную, логичную и вроде бы убедительную историю. Фараон Хеопс около 2550 года до нашей эры приказал возвести Великую пирамиду, чтобы она стала его вечным домом после смерти. Десятки тысяч рабочих, вооруженных медными инструментами, канатами и деревянными санями, будто бы более 20 лет трудились под палящим солнцем, проявил невероятное упорство и инженерное мастерство. Эта версия удобна, стройна и прекрасно вписывается в привычный нарратив о человеческом гении и трудолюбии. Но что, если перед нами вовсе не история, а искусно поддерживаемая иллюзия? Что, если в течение веков официальная наука лишь укрепляла комфортное заблуждение, к которому мы настолько привыкли, что перестали замечать очевидные противоречия? Современные методы анализа, от радиоуглеродных тестов и компьютерного моделирования до геологических и астрономических исследований, все чаще указывают на то, что картина может быть совершенно иной. И стоит лишь отбросить привычные схемы, как официальная версия начинает рассыпаться буквально при первых же проверках. Если верить учебникам, фараон Хеопс велел построить пирамиду в качестве своей усыпальницы. Однако есть странное несоответствие. Египтяне были невероятно педантичны в стремлении фиксировать каждое событие. Они подробно описывали урожаи, обряды, религиозные церемонии, военные походы, строительство храмов и даже мелкие бытовые детали жизни своих правителей. Архивы мира переполнены свидетельствами этой страсти к документированию. В Каирском музее хранится свыше 120 тысяч папирусов, в Лувре около 33 тысяч, в Британском музее 45 тысяч. Сотни тысяч иероглифических надписей покрывают стены гробниц, обелисков и храмов. Но об одном, о возведении самого грандиозного сооружения в истории человечества, нет ни единого достоверного упоминания. Единственное, что иногда приводят в доказательство египтологи, это несколько небрежных надписей с именем Хеопса, обнаруженных в 1837 году полковником Говардом Вайсом. Но подлинность этих граффити вызывает массу сомнений. Исследователи отмечают, что стиль письма не соответствует эпохе Хеопса, а состав краски включает элементы, не характерные для древнеегипетской палитры. И даже если предположить, что надписи подлинные, они ничего не доказывают. Ведь современный турист, оставивший царапину со своим именем на стене Колизея, тоже не становится его строителем. Великая пирамида не вписывается в образ традиционного царского захоронения. В ней не найдено ни мумий, ни погребальных даров, ни расписанных стен с фрагментами книги мертвых. Все известные гробницы египетских фараонов украшены сценами из загробной жизни, изображениями богов, множеством надписей и символов. А в пирамиде Хеопса пустота, камеры без декора, стены абсолютно гладкие, без малейшего орнамента. Даже каменный саркофаг, обнаруженный внутри, выглядит бедно и не соответствует масштабу власти могущественного фараона. Для сравнения, гробница юного Тутанхамона, правившего всего несколько лет и не оставившего выдающегося следа в истории, состояла из 4 залов, заполненных почти 6000 предметов, от золотых украшений и оружия до повозок и косметических принадлежностей. А у Хеопса, правителя, которому приписывают строительство самого колоссального монумента планеты, ничего. Но главный удар по привычной версии наносит точность, с которой возведена Великая пирамида. Основание сооружения представляет собой почти идеальный квадрат со стороной около 230 метров.
Отклонение углов от прямых не превышает сотой доли градуса, а выравнивание основания поражает. Перепад высот не более 2 сантиметров. Ориентация пирамиды по сторонам света близка к совершенству. Ошибка относительно истинного севера составляет лишь 0,05 градуса. Для сравнения, знаменитая Гринвичская обсерватория отклоняется в 3 раза больше. Добиться подобной точности даже с современными лазерными приборами и спутниковыми системами – сложнейшая задача. Внутреннее устройство пирамиды поражает не меньше, чем ее геометрия. Гранитные блоки, использованные в строительстве, достигают массы до 80 тонн. Ученые выяснили, что камень доставляли из карьеров в Асуане, а это почти 1000 километров от Гизы. Возникает закономерный вопрос, каким образом эти исполинские плиты перевозили. Официальная версия гласит, что их доставляли по Нилу на баржах, а затем волоком тащили через пески. Но даже если представить, что баржи выдержали бы такую нагрузку, остается загадка. Как перетащить десятки многотонных глыб еще 13 километров по рыхлому песку? Современные тягачи не справились бы с подобной задачей без идеально ровной дороги, а древние египтяне располагали лишь канатами и деревянными салазками. Допустим, чудом камни все же доставили к месту строительства. Но как они поднимали эти колоссы на высоту десятков метров, устанавливая с ювелирной точностью? Даже современные краны в идеальных условиях редко поднимают свыше 45 тонн, и то с серьезными ограничениями. Как же древние мастера смогли управляться с камнями, которые в 2 раза тяжелее? Инженер Кристофер Дан, изучавший следы обработки каменных блоков, обнаружил нечто поразительное. На поверхности гранита видны следы высокоскоростных вращающихся инструментов, словно кто-то пользовался современными сверлильными машинами или пилами. В некоторых блоках найдены идеально круглые отверстия с гладкими стенками, отполированные до блеска поверхности и прямолинейные резы с точностью до миллиметра. Эксперименты показали, что медными инструментами, какими якобы пользовались египтяне, повторить такое невозможно. Гранит слишком тверд, чтобы его можно было обработать вручную, не оставив следов грубой силы. Официальная теория утверждает, что десятки тысяч строителей трудились внутри узких темных коридоров пирамиды. Но чем они освещали себе путь и рабочие площадки? Факелы и масляные лампы оставляют сажу. Это доказано и наблюдается во множестве других гробниц. Однако в Великой пирамиде не найдено даже следа копоти. Спектральный анализ стен показал их абсолютную чистоту. Это значит, что внутри не использовался ни огонь, ни горючие вещества. Теория о зеркалах, передающих солнечный свет через систему отражений, также оказалась несостоятельной. Свет гаснет уже после нескольких отражений. Возникает логичный вопрос, каким образом рабочие могли трудиться в полной темноте, да еще с такой точностью и аккуратностью, будто перед ними стояли современные источники освещения. И здесь в загадку пирамид вплетается история другого колосса – Сфинкса. Согласно официальной версии, он был высечен при фараоне Хефрене около 2500 года до нашей эры, но геолог Роберт Шох в 1990-х годах обратил внимание на следы эрозии, покрывающие тело Сфинкса. Они явно не могли быть вызваны песчаными бурями. Это следы воздействия воды, и причем очень сильных дождей. Но в пустыне такие осадки выпадали лишь более 10 тысяч лет назад. Это означает, что возраст Сфинкса может превышать 12 тысяч лет, что на 8 тысяч лет старше предполагаемого времени фараонов Хеопса и Хефрена. Кроме того, исследователи отмечают несоответствие между пропорциями головы и тела. Голова Сфинкса значительно меньше и выполнена в другом художественном стиле. Вероятнее всего, первоначально статуя изображала льва, а позднее египтяне просто реставрировали,
древний монумент, высекли новое лицо и придали ему человеческие черты. В 1994 году астроном Роберт Бьюэлл совместно с исследователем Грэмом Хэнкоком предложили гипотезу, что 3 пирамиды Гизы расположены не случайно, а отражают на Земле расположение 3 звезд пояса Ориона. И если сместить небесную карту во времени, то точное совпадение между звездами и пирамидами наблюдается примерно в 10500 году до нашей эры. Даже положение Нила относительно пирамид тогда соответствовало Млечному Пути. Чтобы рассчитать такую привязку, нужно обладать знаниями о прецессии земной оси, явлении, которое наука открыла лишь в античности. Но откуда древние египтяне могли знать об этом за 8000 лет до Хеопса? Если взглянуть на пирамиды под новым углом, все приобретает совершенно иной смысл. Их форма, идеально различимая из космоса, сама по себе напоминает сигнальные ориентиры. Ориентация по звездам пояса Ориона может быть вовсе не случайной. Она словно указывает направление, куда могли устремиться древние строители после ухода с Земли. Электромагнитное излучение, зафиксированное внутри пирамид, может быть не побочным эффектом, а частью сложного механизма, функционирующего до сих пор. Возможно, этот сигнал – древнее послание, которое уже тысячи лет распространяется в космос, достигая иных миров. Некоторые ученые и энтузиасты полагают, что пирамиды служили не только как символы силы, но и как устройство связи, маяки, способные передавать энергию или информацию. Не исключено, что они были частью куда более сложной системы, охватывающей планету и ориентированной на взаимодействие с другими цивилизациями. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания!